Слушайте, я тут проводила очередную экзекуцию над Хоей и подумала, а почему бы мне вам их не показать всех? Как вы на это смотрите? Это будет долгое видео. Привет, я Триша, а вы на канале PlantPad. В этом видео мы с вами поговорим о всех моих хоях. Заодно и узнаем точно их количество. Важный момент в том, что у меня нет каких-то супер огромных и шикарных кустов хой, потому что большая часть их были куплены относительно недавно, в течение этого года. Другая часть была куплена в прошлом году, но усердно начеренкована, дабы загустить основной куст, поэтому каких-то супер шикарных, огромных кустов хой в этом видео точно не будет. Возможно, будет в следующем обзоре через какое-то время, когда эти вырастут. Ну что, приступим? Первое я покажу хою, одну из своих любимец, это хоя полинейра. Я очень сильно люблю полинейры, и это одна из моих любимец, пожалуй. Мне нравится в них примерно все. Форма листа, то, как они бывают окрашены, типы варигатности, и то, как они растут вот так вот раскорякой в разные стороны, я это в них обожаю. Да, и давайте вы ничего не будете писать про то, что у меня пыльные кусты. Они ни у кого не бывают идеально чистые. Вот такая вот красотка. Я ее просто обожаю. Это полинейра Альба Маргината. И ей, наверное, годик. Примерно так. Далее я вам покажу хою Ваетти. Это хоя с средним размером листа, вытянутой формы и умеющая загорать. Вот такая вот прекрасная хоечка. Мне нравится растить ее именно в вампельной форме, и я ее не наматываю ни на что. Но ее загар, конечно, это просто восторг. Это очень красиво, мне очень нравится. Вот она вот такая вот. Далее у нас с вами будет хоя линеарис. У меня это не сильно длинный экземпляр, потому что большую часть я срезала, дабы загустить то, что у нас есть, но и то, что сейчас есть, меня не устраивает. Поэтому мы сейчас активно растем, чтобы потом еще подсадить сюда, и чтобы кустик был попышнее. Я не знаю, сейчас их, наверное, около 12-15 хвостов, но покупала я два хвостика вот таких срезом, и вот она вот так выросла. Очень интересная хоя, очень красивая, очень изящная, но, наверное, самое привлекательное для меня в ней это легкое опушение ее листиков. Посмотрите. Мне кажется, это очень красиво. А это у нас хоя DS70. Тоже мелкий лист, она тоже пушеная, она скорее бархатная, я бы сказала. Очень приятная тактильно хоя. У нее сейчас буквально пара плетей, которые я намотала, но скорее всего я вот эту длинную я тоже разрежу и подсажу к основному кустику, но это не точно. Сейчас она у меня вот в таком варианте, просто намотанным само на себя стоит и радует глаз. Очень симпатичная хоя, очень простенькая. Далее будет любимица многих, это хоя Carnosa Tricolor. Возможно, у меня такой экземпляр, но, возможно, они все такие, я не знаю. Ну, в общем, я к тому, что у меня это не самый быстрый экземпляр вообще. Она часто подтупливает, часто замирает. Не скажу, что я бы ее как-то сильно засушивала или заливала, хотя, наверное, за мной есть такой грешок. В общем, очень красивая хоя с очень пестрым, красивым листом, которая умеет загорать, в розовый оттенок.
Такая у нее очень интересная варигатность. И пойдем дальше. И здесь я вам покажу, пожалуй, сразу две хои, две сестренки. Это хоя хишкелиана. Здесь у нас хоя хишкелиана варигатная и хоя хишкелиана альба маргината. Вот такие вот две сестренки. Одна, конечно же, быстрее другой, потому что... я не знаю, то ли у меня такой экземпляр, то ли потому что она просто варигатная, но я знаю людей, у которых хишкелиана растет очень быстро. Ну, по этой, конечно, видно, что она намного быстрее, чем вот эта, но что имеем? В общем, что я хотела еще показать. Листья альба маргинаты очень интересные тем, что, конечно же, варигатность здесь по краю листа, но вы посмотрите на эти молодые листья. Вы посмотрите вот на эти молодые листья. Какая это красота! Они просто бордовые. Это очень красиво. Просто вау, просто вау. Я ее очень сильно люблю. Она у меня вот в таком вот розовом симпатичном горшочке, кашпошке. И, конечно же, держится она у меня ампельно на полке. Ну и варигатная, у нее тоже молодые листики загорают. Будет ли вам видно? Будет. Вот. Ну это, конечно, очень красиво. Я очень люблю эти хои за вот этот некрупный лист, за вот эту кустистость. Вообще они разветвляются самостоятельно очень даже охотно, но в какой-то момент мне не захотелось ждать, я ее почикала, и вот она теперь вот таким небольшим кустиком у меня растет. Ну, посмотрим. В ближайшее время я ее беспокоить, конечно же, не буду. Так, ну что, двигаемся дальше. И далее у нас хоя карноза Crimson Queen. Она у меня сидит вот в таком вот забавном кашпо на подвесе, и вот такой вот у нее длинный ус. Я его сильно сейчас трогать не буду, потому что там очень много молодых листиков. Пожалуй, эта хоя славится своим абсолютно непринужденным нравом, тем, что она сама ветвится, и я, конечно же, это могу подтвердить. Она у меня не пересаживалась очень давно, и, наверное, это надо будет однажды сделать, но суть в том, что я ее купила черенком укорененным в несколько листов, и вот это вот все она нарастилась самостоятельно, она сама разветвилась, и в данный момент, вот может быть вам будет видно, вот здесь у нее еще один свежий ростик пошел. Хоя, конечно, очень красивая, очень своеобразная в том плане, что у нее очень плотный лист, и вот эта вот варигатность ее, которая такая вот не сильно стабильная в том плане, что где-то она потоньше, где-то она пошире. Это очень привлекательно, и куст, он смотрится очень разнообразно и в целом не надоедает. Вот такая вот красотка. Ой, я заманаюсь только разговаривать, видимо. Следующая у нас будет хоя финлайсония. Так называемая хоя крокодильчик, потому что у нее очень необычная форма листа. Такой неровный край. Очень красивая хоя с очень красивым листом. Конечно же, в данном случае лист очень твердый, такой картонный, я бы сказала, обратная сторона листа у этой хои немножечко опушенная. И это та хоя, которая растет у меня тоже не очень охотно. Возможно, у меня хоям просто слишком жар, потому что вот эти вот мадамы все колосят, а вот хоечкам, наверное, хотелось бы немножко попрохладнее. Хотя, кто его знает, кто его знает. Она у меня уже цвела. Я прикреплю фотографию ее цветения. И, собственно, вот у нее только один ус, который вот так намотан. Эту хою тоже называют крокодилистой. Это хоя калистофила Short Leaves. Купила я ее вот таким прекрасным кластером. Очень красиво, правда, выглядит. И это все, что она мне нарастила за 1 год. Сначала это у нас был просто ус, потом она
вырастила листики с одной стороны, теперь она растит листики с другой стороны. Вот это вот свежий, маленький. Ну, она, в принципе, мне кажется, в этой жизни успела все и тоже никуда не торопится. Следом у нас пойдет Hoya australis Лиза. Ее я тоже какое-то время назад порезала и подсадила в основной горшочек, чтобы кустик был вот такой вот попышнее. Листья, конечно, у нее. Эту хвою любят именно за ее листья, как правило. И на самом деле я обращала внимание, что Hoya Лиза и Hoya триколор становятся первыми хвоями многих цветоводов, тех, кто, ну, скажем так, решил познакомиться с хвоями. И их выбирают как раз-таки за вот эти вот очень красивые пестрые листья, розовые стебли и вот это вот все. Сейчас эта Hoya не загоревшая, у нее сейчас нет свежих листиков, но свежий молодой лист, он также у этой Hoya загорает. Очень красиво. Следующая будет моя Hoya, которая прошла огонь, воду, медные трубы и вот это вот все. Это Hoya Caudata Gold. Сейчас это все, что от нее осталось, она была начеренкована, потому что она как раз-таки попала в ряд тех хвой, которые очень плохо отнеслись к тому, что я, как я уже говорила в прошлом видео, я то заливала, то засушивала, и вот так получилось, и она у меня тоже психовала, скидывала листья, и поэтому была порезана. Это все, что от нее сейчас осталось. Мы, конечно же, заново растем, заново наращиваем листики. Вот здесь можете увидеть у нее молодой листик, очень симпатичный. Это очень красивая Hoya, у нее плотный такой картонный лист, она опушенная, у нее потрясающее цветение, но вот такие вот мы сейчас маленькие, растем заново. Это Hoya Crassipedialata Splash. В данном случае она, как и многие, была начеренкована и посажена в один горшочек, чтобы был вот такой симпатичный кустик. Я не умею ждать, пока Hoya сами загустятся, разветвлятся и вот это вот все. Вы, наверное, это поняли. Но Hoya это, конечно, очень красивая, у нее потрясающие листья, вот этот ее сплэш. Ну, я когда впервые увидела эту Hoya, я в нее просто влюбилась. Это очень красиво. Ну и звездочка той полки, на которой вот эти вот все ребята находятся, это моя любовь, моя новиночка, моя малышечка. Это Hoya Matilda Var. Она сейчас очень маленькая, но вы только посмотрите, насколько она красивая. Я купила ее малышкой вот в эти 4 листика. Она у меня уже понемножку растет. Но я, конечно же, просто в восторге от нее. Она очень красивая. Моя вот такая маленькая звездочка. Далее Hoya, с которой был уже знакомы, мы пересаживали ее в прошлом видео. Это Hoya Lacunosa Amarillo. Ну, как я и говорила, в данном случае она сейчас выглядит не самым лучшим образом. У нее много вот этих вот наростов. Это все точки роста, которые она отсушивала и запускала заново. Но вообще эта Hoya очень красивая была и будет еще. Я постараюсь вернуть к ней былую красоту. Ну и 2 подружки, которые я очень люблю, это Hoya компакты. Одна обычная, а вторая варигатная. Здесь у меня много черенков, тут, наверное, штук 5, а может и 6. Вот так вот они сидят. Это я расчеренковала свою Hoya компакту. Она была очень длинной колбасой, зеленой. Я решила ее расчеренковать, и чтобы она росла прекрасным кустиком. Ну и компакта варигатная, она растет у меня в горшочке на фитиле, в личузе. Я решила с ней поэкспериментировать. Она ко мне приехала в ноябре, наверное, по-моему, да, в ноябре. И она на самом деле очень даже неплохо выросла, несмотря на то, что эта Hoya никуда не торопится, она в этой жизни все успела. Ну что, переходим к другой полочке, и это Hoya Parasitica Black Age. Это низ того растения, которое я порезала, и
вы можете наблюдать вот эти прекрасные листики. Черный кант. Часть листиков у нее вот такой формы, которой быть не должно. Это потому что, когда она ко мне попала, мы с ней долгое время не могли подружиться. И она вот такими удлиненными листиками показывала то, что ей не нравится. Ей не нравятся условия, ей не нравится уход. И, конечно же, вот со временем сначала она мне показывала, что ей не нравится, а потом она начала выдавать нормальные полноценные листики с загаром, все как положено. Потом мы с ней подружились. Ну и относительно недавно я ее почти, как вы видите, полностью порезала, и это остался низ растения. Далее я вам покажу хою полинейру, но уже другую. Для начала полинейра Silver Брагет. Это гибрид двух. Есть Silver, есть Брагет. Это гибрид их вместе. У нее вот такая вот форма листа. Эту хою называют хвост русалки. Понятно почему. Ну и, как вы можете заметить, я ее так же, как и все, порезала. И сейчас она вот таким вот небольшим кустиком и растит новые листики. Вот это вот у нас голая ветка, которую у меня так и тянутся руки срезать, но я пока ничего не трогаю. Я говорила проблему с уходом, и вот мы скинули несколько листиков. У нас вот здесь голый стволик. Ну ничего, заново обрастем. И любимица моя, новинка, которую, ну, новинка для меня, это новинка, она у меня появилась в этом году, это полинейра вариегатная. Здесь вы можете наблюдать вот такую вот историю. Мы, конечно же, отсушили и отсушили вот так лист. Это она психанула. Психанула, потому что я уезжала в отпуск на 2 недели, и она пересохла. Ну и, в общем, вот так она психанула, засушила, но это не отменяет ее, конечно же, потрясающей красоты, ее листьев. И на данный момент вот у нее свежий ростик. Видно вам? Надеюсь, было видно. Вот, у нее уже новый ростик, и она будет растить следующую плеть. Посмотрим. Но хоя, конечно же, потрясающая. Я обожаю полинейры, я никогда не перестану это говорить. Очень красивая. Далее будет хоя, которая вызывает споры. На самом деле, она приехала ко мне в ноябре прошлого года, и это все, что выросла. Она приехала ко мне одним листиком, вот этим. Название я, конечно же, не помню, я в любом случае это все уже наверняка написала, но выглядит она очень классно, очень необычно. Многие ее не любят, эту хою, за то, что она выглядит якобы болезненно, хлорозно и вот это вот все. Но я, конечно же, вот это все обожаю. Мне очень нравится, несмотря на то, что она точно никуда не торопится в этой жизни, но мне она очень нравится. Эта хоя приехала ко мне с одной из закупок в ноябре месяце на Урал, когда у нас тут были уже холода. И она одна из немногих, кто выжил с той закупки. Такая вот интересная мадам. Следующий мы с вами посмотрим тоже хоя, которая у меня появилась относительно недавно. Я почему-то долго не хотела ее покупать. Это хоя Латте Искандар, клон А. Ну, у нее, конечно, просто потрясающие листья. Посмотрите на эту крокодилистость. Это очень красиво. Ну и она пустила такой ус, и сейчас она его вот верхнюю часть, видно, отсушивает. Ну, потому что она пересохла как раз в тот момент, когда я была в отпуске. Многие вот эти вот ребята, кто были вот в маленьких стаканчиках, когда я была в отпуске, они пересохли, конечно же, несмотря на то, что их приезжали, поливали, но им это не понравилось, в общем, мое отсутствие, и поэтому они мне вот так вот показали. Ну ничего, я думаю, здесь уже видно еще одна точка роста активировалась, вот здесь, видите? Но я думаю, что все будет хорошо, мы обрастем. Следующие две хои — это
хои, которые приехали ко мне в этом году с Индонезии. Это хоя Clemensiorum Big Leaves. Вы посмотрите на вот эту красоту. Это вообще, конечно, что-то невероятное. На ней сейчас нету ни роста, ничего, у нее прекрасные корни, но точку роста она пока что еще не пробудила. Она прекрасно адаптировалась, прекрасно себя чувствует, и дорогу из Индонезии она тоже замечательно перенесла. А следующая хоя это тоже Clemensiorum, но это Clemensiorum Red. И вот она, конечно же, меня радует намного больше, потому что вы посмотрите на этот лист и вот этот рост. Ну, то есть она уже выпустила ус, она уже, ну вот, не знаю, видно, не видно будет вот здесь. Она будет наращивать листик, уже есть такой намек на будущий лист. Но, в общем, эта хоя, конечно же, очень красивая. Я очень люблю Clemensiorum за их вот эту вот, за то, что они очень жесткие, за то, что у них такие выпуклые, как правило, вены, они контрастные и такие острые формы. Конечно же, ну, вы посмотрите на этот размер листа, ну, это же просто восторг. Далее у нас будут две хои ундулаты. Вот эту хою ундулату я покупала у нас. Это хоя ундулата средний лист. Вот с этим и вот этим листом она ко мне приехала, а вот это у нас первый домашний. Ну, конечно. Мне кажется, ундулаты это те хои, которые ты либо любишь, либо ненавидишь, потому что они очень специфичные. Они специфично выглядят, специфично изворачивают свои листья, как правило. У них форма роста тоже такая очень нетипичная. Ну, конечно, ее вот этот сплэш, который загорает в розовый цвет, ну, это, конечно, да, это восторг. И еще одна хоя ундулата, которая ко мне приехала из Индонезии, называлась она ундулата Red. Вот это у нас индонезийские листья, а вот это уже которое наросло дома. Это первый домашний лист, который она вырастила. Ну, это, конечно, да. Это, конечно, восторг. Давайте я вам их рядом покажу, чтобы было видно разницу. Вы видите разницу в них? Я вижу. Они, конечно же, прям супер. Я их обожаю. Я обожаю все хои, которые у меня есть. На самом деле у меня побывало много сортов хой, и далеко не все у меня задерживаются прям сильно надолго. Бывает, тебе нравится хоя по фотографии или по видео у кого-то, ты ее покупаешь, но в итоге не случается какой-то той самой любви, и в таком случае хоя покидает мой дом и надолго не задерживается. Но на данный момент сейчас у меня находятся все те хои, от которых я в полном восторге. Я, конечно же, буду миллион раз говорить о том, насколько мне каждый из них нравится. Продолжим. Далее у нас будет хоя валиниана. Здесь у меня вот такой вот экземплярчик с очень длинным усиком, который я просто наворачиваю и оставляю так. Надо бы ее порезать и просто загустить, но у меня все никак не доходят руки. Ус она уже перестала растить и потихоньку вот будет наращивать свою плеть. Чем мне нравится эта хоя? Это хоя со средним листом, он достаточно тонкий, достаточно сплэшистый, но фишка данного сорта, конечно, в фиолетовых листьях. Я постараюсь вам сейчас показать поближе.
вот эти вот листики, они уже не сильно темные, но молодые листья этой хвои потрясающего, насыщенного фиолетового цвета, и это выглядит очень космически. У нее очень деликатный сплэш, очень аккуратный, и это выглядит, конечно, очень красиво. Она загорает прям в очень темный фиолетовый, и вот этот сплэш, который есть на листьях, он выглядит, конечно, как какое-то космическое ночное небо. Это очень красивая хвоя. Хотя, казалось бы, в ней нет ничего такого необычного, ничего такого прям уникального, я бы сказала. И это не какой-то супер дорогой сорт, но выглядит она, конечно, вау. Ну и ее сестренка, которую я вам покажу, это хвоя валиниана вариегатная. Ой, эта мадам, конечно, просто вау. Как видите, она загорает насыщенным розово-бордовым цветом. Сейчас я ее убрала от яркой лампы, чтобы она немножко скинула свой загар и росла дальше, потому что если она не загорает, как бы мне вам ее показать, она вот такая вот, она как вариегатная, зеленая, трехцветная, триколор такой у нее, ну и вот так вот мы загораем. В общем, почему я ее убрала от лампы? Потому что чем более сильно мы поджариваем хвою, чем вот так вот она эффектнее начинает выглядеть, тем медленнее она растет. Вообще, это очень быстро растущая хвоя, она очень самостоятельная и самодостаточная в том плане, что этот сорт, она ветвится самостоятельно, ей ничего делать не нужно, никак помогать, прищипывать, подрезать, еще что-то. Она сама ветвится, она сама загорает, она растет потрясающими короткими междоузлиями, и вот она вот такая вот набивная. Извини, пожалуйста, я тут... Ой. Упс. Следующая хвоя, крупнолистный сорт. Обожаю почервалаи, потому что они все разные. У этого сорта хвои очень деликатный сплэш и сатиновый лист. Он буквально выглядит шелковым. Покупала я ее с одним с одним листом. Далее все уже наросло у меня. Это очень симпатичная хвоечка с очень таким достаточно твердым листом, сатиновым, очень переливающимся на свету. Это, конечно, очень симпатично. Слишком много слова «очень», да? Ну, в общем-то, это одна из тех немногих хвой, кто у меня растет на опоре. Ну и та хвоя, которая доставляет мне больше всего хлопот в последнее время, но я ее очень сильно люблю. Это тоже хвоя почервалай, но это вот такой вот гигант. Я не знаю, как вам показать эти размеры. Вы посмотрите на размер этих листьев. Вы посмотрите на вот этот ус, который полностью весь в листве, в огромной листве. Она у меня, наверное, вы видели на видео, я ее прикрепляю к сетке, к решетке, и она вот таким вот образом растет. Хвоя, конечно, потрясающая. Я влюбилась в ее листья, в ее размер листа. Покупала я ее вот с одним вот этим вот листом, с огромным. И потом уже она мне всю вот эту вот красоту нарастила. Большой, восковый, глянцевый, плотный лист. Нету никакого сплэша, ничего особенного в ней нет, но вы только посмотрите на эту красоту. Я, конечно, от нее в полном восторге. Я ее очень сильно обожаю, несмотря на то, что она не какая-то там вариегатная, дорогая или еще что-то. Вот этот вот куст, это всего лишь один ус у хвои, ну это, конечно, стоит всего. Ох, наговорюсь я сегодня. Так, ну что, у нас с вами последний рывок, и далее будет очень много всякой мелочи. Это хвоя Samar Yellow Sapphire. Пожалуй, это та хвоя, которую выбирают за ее цветение, а не за листья. Листья, конечно, у нее тоже симпатичные,
Но я, наверное, вот так покажу, а рядом поставлю ее цветение. Цветочки у нее насыщенные, желтые и практически такие, я бы сказала, будто пластиковые. Мне это очень понравилось, и вы можете обратить внимание, мне достался черенок, у которого уже есть цветонос. Эта маленькая сумасшедшая уже пыталась набрать цветонос, но у нее ничего, конечно же, не вышло. Но однажды я очень хочу увидеть ее цветение, потому что оно какое-то прям очень необычное. Далее будет Хоя розита. Она абсолютно маленькая и абсолютно обычная, но мне нравится, конечно, то, как она загорает, и вот этот кант ее, свежий лист молодой, у нее красно-бордового оттенка, и это выглядит очень красиво. У меня, конечно же, маленький череночек, тоже вот здесь с цветоносом, который она, слава богу, пока что не пыталась набрать, и пускай она лучше растет. Далее будет очень необычная хоя, название которой я в жизни не произнесу самостоятельно, поэтому я вам покажу ее замечательные листики, а вы прочитаете название. Это вот такая вот хоя мелколистная, с вот такими вот маленькими кругленькими листиками, чем-то напоминающими кофейные зерна. Ну вот я даже не знаю, как вам показать. Ну, это, конечно, очень красиво. Мне достался черенок в одну веточку, сейчас их уже целых 3, и она вот активно стала сейчас расти. Посмотрим, какой она будет. Я, конечно же, ее вижу абсолютно точно ампельно, большим, красивым, зеленым, мелколистным водопадом. Я думаю, будет очень симпатично. Далее у нас будет Хоя лакуноза White Pearl. Эта мадам, конечно же, просто с ума сойти. Я взяла один черенок, а она превратилась уже в целый куст. Я не знаю, что с ней происходит. Ей, видимо, очень сильно хорошо, ей все нравится. И эта лакуноза, конечно, очень симпатичная. Я раньше, на самом деле, не так сильно обращала внимание на лакунозы, хотя я знаю, что их очень много всяких разных. А вот это мне досталось в подарок. И это, конечно, ну, полный восторг. Вы только посмотрите на эти листья. А еще она, кстати, умеет загорать. Сейчас на ней загара уже нет, но молодые листья ее, они очень нежного сиреневого розового оттенка, я бы сказала. Это выглядит очень деликатно. Следующая у нас станет Хоя пахиклата альба маргината. Это хоя с очень плотным листом, таким округлым, с варигатностью по краю листа, и она на самом деле, это та хоя, которая абсолютно тактильная. У нее бархатный лист, плотный, и он бархатный с двух сторон, и с лицевой, и с обратной стороны листа она тоже бархатная. Ее, конечно, очень приятно трогать. Листья у нее очень интересные, то есть где-то у нас белого побольше, где-то поменьше, где-то просто по краю. Ну, мне кажется, это выглядит очень симпатично. Эту хою, конечно, у меня язык не повернется назвать малышкой, но так и есть. Это всего лишь черенок, который отрастил вот такой вот здоровенный ус, который вам, наверное, не будет видно на темном фоне. Но я думаю, очень многие знают, что это за хоя. Это хоя Миредич Грин. И ее листья, конечно же, это визитная карточка, узнаваемая вот этого сорта. Крупнолистная хоя с твердым листом, с таким, я бы сказала, немножечко сатиновым даже отливом. Ее отличие не только в форме листа, вот этих контрастных жилах и прочего, а в том, что она очень насыщенного, травянистого, зеленого оттенка, очень красивого. Ну и, как вы можете понять, это крупнолистная хоя. Двигаемся дальше. Одна из уникальных, тоже узнаваемых хой, это хоя манипуренсис. И у нее уникальна именно форма листа. Такая, я бы сказала, треугольничком. Хой с такой формой листа, ну, я больше не встречала. И вот эта малышка, конечно, потрясающая. Еще эта хоя очень красиво загорает.
но в данном случае пока что у нас загара нет. Ну и это не цель, сейчас цель главное, чтобы она именно выросла. Следующая хоя — это та хоя, на которую я много раз смотрела и понимала, что я ее не хочу. На фото, на видео она меня никогда не привлекала, но когда я ее впервые потрогала, ну вот тогда случился вот этот дзынь, я бы сказала так, потому что это хоя Велоса, у нее вот такая интересная форма листа, контрастные жилы, глянцевый лист абсолютно, но вы только посмотрите на эту обратную сторону листа. Как мне вам показать? Она абсолютно бархатная. То есть эта хоя невероятно тактильно приятная именно тем, что ее лист очень бархатный, именно с обратной стороны. Ее очень приятно трогать. Я обожаю ее именно вот за вот эту обратную сторону листа. Эту комбинацию того, что она с внешней стороны глянцевая, а с обратной абсолютно бархатная. Она как котик. Следующий хоя будет Акута White Variegata. У нее такой, я бы сказала, восковой плотный лист с внутренней вариегатностью. Он плотненький, среднего размера и абсолютно глянцевый. Мне нравится, конечно, вот эта вот ее вариегатность, и мне кажется, она будет потрясающе выглядеть, когда вырастет и будет таким очень разнообразным кустом, таким достаточно пестрым. Господи, сколько можно болтать, Триша? Ну ничего, мы почти закончили. Я была бы не я, если бы вам не показала еще одну полинеру. Это хоя полинера комплекс VN. Она отличается от других хоя полинер именно формой листа. У нее тоже вот этот русалочий хвост, но именно сама форма листика, она немножечко другая. То есть они более узкие, более вытянутые листья относительно всех полинер. Тоже очень интересный такой экземплярчик. Ну и наверняка, ой, у нее тут свежий рост. Я не знаю, увидите вы, не увидите. Да, вам видно, вот смотрите. А это у нас с вами хоя лакуноза Pressure Hills. Интересная мелколистная хоя, но у меня она почему-то растит немножечко другую форму листа. Наверное, что-то не нравится в уходе. Все как обычно, я либо заливаю, либо засушиваю 100%. И она, это, конечно же, показывает форму листа. Посмотрите поближе, вот с такими листиками округлыми она ко мне приехала, и вот это уже домашняя. Форма листа, конечно, отличается, и это заметно. Я думаю, мы с ней скоро помиримся, уже притремся друг к другу, и будет она, конечно же, уже расти так, как положено. У нее вот таких вот два усика уже, и выглядит это пока что, я пока что не понимаю, останется ли у меня эта хоя надолго, но пока что мне это все симпатично. Еще одна лакуноза, это лакуноза сульката. Здесь, конечно же, я в восторге примерно от всего. И форма листа, и сплэш, и то, как она растет. Растет она очень быстро. То есть вот это вот все выросло буквально, наверное, за месяц это все выросло. Ну, это достаточно быстрый рост. И, конечно, ее вот этот сплэш, это просто восторг. Форма листа тоже очень классная. Хоечка с глянцевыми листиками. Это очень красиво. Далее мы с вами посмотрим на хою буртони вариегатную, которая на данный момент абсолютно зеленая, потому что свежих листьев на ней пока что нет. Особенность этой хои в том, что свежий лист, он как раз таки и очень сильно вариегатный становится, пестрый и с загаром. И со временем листья у этой хои зеленеют. В данный момент у нас свежих листиков нет, у нас она идет, только пошла в рост. Вот здесь вот можно увидеть. И скоро уже, надеюсь, будет красота. Далее будут три хои, которые, наверное, нужно показывать все рядом друг с другом, чтобы вы вообще поняли, о чем я говорю. Это хоя Томпсони. В данном случае это Томпсони White. Вот такие вот у нее интересные листья. Все хои Томпсони, они немножечко опушенные, немножечко такие волосатенькие. И вот этот вариант, он вот с таким вот сплэшем, вытянутые листики, усики, и вот это вот все. Следующее у нас Томпсони EPC 215. Здесь уже немножечко другие листики.
У нее получается белое опушение, сплэш и более округлые листья. Я думаю, видна разница. Еще видна разница в оттенке листа. Вот эта вот хоя, которая 215, она немножечко потемнее. И третье это Томпсони Пинк. У Томпсони Пинк опушение желтого цвета. Вот так вот я вам их покажу. То есть вот у нее практически не видно сплэша, он есть, но его практически не видно, желтое опушение. У 215 беленькое опушение и сплэш, а у Thompson White вытянутый лист и контрастный сплэш. Смотрим все вместе. Как мне заглянуть? Ну вот такие вот они, троица. Лохматая троица вот такая. Ну, я, конечно, от них в восторге. Я их просто обожаю. Больше волосатых хой, пожалуйста. А вот эта хоя Coriacea Silver. Эту хою мне подарили, и она на самом деле растет очень интересно. Если вы присмотритесь, у данного экземпляра в одну сторону растут очень сплэшистые, контрастные, красивые, длинные листья, а в другую сторону очень деликатный сплэш. Это очень интересный экземпляр получился, и посмотрим, что из него вырастет, конечно же. Мне пришла она вот с этими двумя листиками, и все остальное уже наросло у меня дома. А это у нас хоя Мишель MB1255. Крупнолистная хоя с очень интересным узором, я бы так сказала, из вен, фактурой листа и сплэш. Опа! Фактура листа и сплэш. Крупнолистная хоя очень интересная. Пока что никаких активных. Ну вот она начала будить точку роста вот здесь. Возможно, вы увидите. Но пока что ни усика, ничего у нас нет. Мы укоренились и пока что сидим, думаем. Как и большинство крупнолистных хой, она пока что никуда не торопится. Эта хоя называется Akuta Black Merchant. Очень интересная хоя тем, что она чем-то похожа на паразитику Black Age, только у нее более вытянутая форма листа, ну и, конечно же, также вот этот темный кант по краю. Очень интересная хоечка, деликатный сплэш. Вот этот темный кант, ну, меня, конечно же, приводит в настоящий восторг. Очень красивая хоечка. А это у нас хоя Натали, это средний размер листа, очень сатиновый блеск, она будто бы шелковая. Ну, это, конечно, очень красиво, как она вот так вот переливается буквально на свету, мне очень сильно нравится. У этой хои также есть очень деликатный темный кант, вот не знаю, будет ли вам его видно, но это такая маленькая вишенка, я бы сказала, для этой хои. А эта хоя называется Revolubilis, и у нее как раз таки фишка именно в ее цветении. Это среднелистная хоя с вытянутой формой листа. Казалось бы, ничего необычного, но именно ее цветение это то, за что эту хою ценят. Я обязательно вам прикреплю ее цветение. А эта хоя очень сильно узнаваемая, хоя обовато-вариегатная. Вот такой у меня интересный экземплярчик. Она вот только-только начала растить свой ус. Посмотрим, какие листики она будет давать. Но вот эти листья у нее, конечно же, это просто какой-то восторг. Только посмотрите. Далее у нас будет хоя Фиджи. Это средняя форма, размер листа точнее. И такая достаточно плотненькая. У нее очень интересный лист. Вот эти вот контрастные светленькие жилки, мне кажется, это очень симпатично. Она растит уже вот такой вот большой ус, начала уже наращивать листики. Мне кажется, это будет очень красиво. Далее хоя Ачих Long Leaves. Любимица, конечно же, многих. Хоя Ачих славится своими вот этими венами, контрастными, темными. Ну и, конечно же, это далеко не маленькие листики. Растет она достаточно быстро, несмотря на то, что это крупнолистная хоя. У меня уже есть мини-очередь на нее, хотя она у меня еще вот
ну, совсем не выросла. Я бы сказала, что это хоя, которая действительно достойна внимания. У нее вот эта вот сатиновая кожистая форма листа, обратная сторона листа, вот только посмотрите на эту красоту. Ну, такая крокодильчик, я бы сказала. Очень красиво. У меня уже пропадает голос, но мы с вами почти закончили. Это хоя керри. Я думаю, многим она известна своей вот этой вот прикольной формой листа в виде сердечка. Как вы видите, она только начала растить свой усик, и ее вот этот вот деликатный сплэш, мне кажется, это просто супер. Очень красивая хоя. Я думаю, она будет очень симпатичной, когда вырастет побольше, но я уверена еще в том, что я с ней намучаюсь, потому что такие толстые усы у хой формировать, конечно же, очень сложно. Еще одна хоя, которую я полюбила именно за темный кант по краю листа, это хоя да лат. Это среднего размера лист, кругленький, и у нее загар по краю листа, темный вот этот кант, деликатный сплэш. И, собственно, это все, что супер интересного в этой хое, но именно это мне в ней и понравилось. Еще из необычной хои, которая у меня есть, это хоя кориацея сильвер. У нее очень интересный, красивый лист, серебряный, замечательный. Вот это ее уже домашние листики. Но из минусов вот такой красивой хои есть, конечно, то, что ее ус, он очень жесткий, и его, конечно же, направлять, ну, прям очень сложно. Я уверена, что ее наматывать на опору будет практически невозможно, потому что, ну, ус у нее, конечно, специфичный. Предпоследняя хоя, которую я вам покажу, это Caudata Silver Splash. Данная хоя не является какой-то редкостью, и, конечно же, как и все каудаты, ее любят за ее вот этот жесткий лист, сплэш, вот эту вот красоту, просто невозможно. Она вот у меня недавно пошла в рост, и я думаю, что все будет хорошо. Ну, красота, конечно, несусветная. А у нас с вами осталась последняя хоя. Ну что, последний, кого я вам покажу, это будет хоя Карнозо. Эта хоя досталась мне в прямом смысле по наследству. 4 года назад я получила полумертвое растение с лианой, примерно сантиметров 20-30 она была. Прошло 4 года, она превратилась вот в такой куст. И сегодня, когда я ее достала с полки, я обнаружила, что она собралась цвести. Вы посмотрите. Это ее первое цветение, и я эту хвою, конечно же, очень сильно обожаю. И обожаю я ее не за то, что она какая-то редкая или какая-то супер сортовая, а за то, что это было растение моей мамы. Ну а на этом мы будем с вами заканчивать. Сегодня мы посмотрели все хвои, которые у меня есть. Напишите в комментариях, какая вам понравилась больше всего, или может вы что-то присмотрели и захотели тоже себе купить. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии и все такое. Все, пока. Stranger Seedling by Пачеровалай. Господи, ужас какой. Триша. Пу-пу-пу. Это хоя красит тебя. Это хоя красит... Да, блядь.